Tamam tamam. Tamam köpek. Привет. Вот так вот мы ходим по пещерам. Все время что-то падает нам на голову. И Дананг — это была моя любовь с первого взгляда. Вот такая красота представлена перед нами. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что же там есть. Мы приехали в парк птиц. И это было, наверное, одно из самых красивых моих путешествий. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Я давно уже не записывал никаких влогов, а все потому, что я отдал мою камеру моей сестре. Да, и когда она была во Вьетнаме, она путешествовала по Вьетнаму, она записала этот влог. Возможно, вы видели видео, в котором мы с ней говорили об этом. Если вы еще не смотрели, то обязательно посмотрите здесь или здесь где-то будет ссылка. Тогда будет вам легче понимать контекст. Это ее первое видео. Надеюсь, что вы будете очень добрыми и мягкими в комментариях. Не будете судить ее строго. Но, надеюсь, вам понравится. Вы готовы? Поехали! Меня зовут Аня. Я сестра Сергея. И сегодня я вам расскажу про свою поездку во Вьетнам, как она прошла, чем мы занимались. Сейчас мы находимся в Стамбуле, как вы видите. И во Вьетнаме мы побывали в 6 городах. Мне очень понравился во Вьетнам, я вам рекомендую туда съездить. И идея пришла в голову Сережи отдать мне камеру. Но так получилось, что отдал мне он не сразу ее. Поэтому первые видео и фотографии будут сняты с моего телефона. Я надеюсь, вам понравится. Сильно не критикуйте. Я первый раз камеру в руках держу. Хорошего дня! Мое путешествие началось в Хошимине, большом и динамичном городе на юге Вьетнама. Была я там первый раз. Второе его название – это Сайгон. Мы летели через Туркменистан и прилетели очень поздно ночью. На протяжении всей поездки мы арендовывали апартаменты и разные дома и гостиницы. В Хошимине у нас были очень классные апарты с музыкальным проигрывателем, балконом и классной ванной. Утром мы вышли из апартов и до вечера гуляли по городу. Я сразу почувствовала ритм этого места, мотоциклы, жара, шум, пахнет едой. После Хошимина я прилетела в Хайян. Это было совершенно другое настроение, потому что Хайян, он более яркий, он такой маленький, волшебный город с желтыми стенами, фонариками, мостиками. Очень красивое место. И самое главное, что я провела здесь это время с моим братом и его женой. Мы много гуляли, общались, смеялись и пробовали веганскую еду. Кстати, очень вкусную. Мы провели в Хайяне около 10 дней и часто ездили на мотоцикле в разные места. Например, мы ездили в Мишон, это древние храмы в джунглях. Много веков назад здесь жили чамы, это древний народ, который построил как раз-таки вот эти храмы. Часть зданий была разрушена, но что-то осталось. Очень красиво. В другой день мы поехали на мотоцикле к Мраморным горам.
Мраморные горы — это 5 скал с пещерами и храмами. Мы сейчас в пещерах с моим мужем Киреном. Короче, вот так вот мы ходим по пещерам. Все время что-то падает нам на голову. Мы погуляли по всей территории этого парка. Нам понравилось. После Гаяна мы отправились в Дананг. И Дананг — это была моя любовь с первого взгляда, потому что здесь есть все: море, горы, простор и свежий воздух. Мое каждое утро начиналось с прогулки по пляжу, а вечера заканчивались тем, что мы пробовали местную кухню. Вечером Дананг просто волшебный. Мосты и улицы сияют, атмосфера живая и очень яркая. В завершение мы поднялись на смотровую площадку Леди Будда, и оттуда город выглядел еще красивее. После Дананга мы поехали в Хуэ на поезде. У нас был уютный бутик-отель с кофейней, посвященной культуре кофе. После того, как мы немножко отдохнули, мы пошли в Императорский дворец. Вот такая красота представлена перед нами. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что же там есть. Это место реально впечатляет. Огромные ворота, старые стены, все дышит историей. Когда-то здесь жили императоры династии Нгуен, а сегодня это объект ЮНЕСКО. Этот дворец построили в начале XIX века по образцу запретного города в Пекине. Внутри были жилые покои императора, храмы, сады и административные здания. За массивными стенами и воротами скрывалась жизнь династии Нгуен, правившей страной более века. Во время войн дворец сильно пострадал, но часть построек сохранилась, а многие уже восстановлены. После же мы отправились путешествовать по городу на байке, смотреть на красивые набережные, слушать музыку местных музыкантов и пробовать вкусную еду.
Также мы съездили, когда мы были в Хуэ, на водопады и в парк птиц. Это было очень интересно. Правда, в парке птиц мы не увидели так много птиц. Но я вам покажу. Вот мы приехали на водопады во Вьетнаме, недалеко от города Хуе и Дананга. Тут вот такое место красивое. Мы приехали в парк птиц. Очень красивый. Сегодня вам покажу, какие здесь есть красивые места. Также на территории парка можно прокатиться на лодочке. Сейчас я вам покажу. Такие вот лодочки. Hello. Мы сейчас в пещеру. Плаваем на лодке. Немножечко крипово. Такие вот. Потом у нас был Нинбинь. Если вы любите природу, вам точно надо в Нинбинь. Его называют Сухой Халонг, потому что здесь такие же красивые горы, но не в море, а среди рек и полей. Мы также ездили в Байдин Темпл, если я правильно произношу. Ездили мы туда, опять же, на мотоцикле. Итак, дорогие друзья, сегодня мы приехали в самый большой буддийский комплекс, который находится в городе Нинбинь. Сейчас мы купили билеты. Нас будет катать машинка везде, и мы будем исследовать все. А еще я взяла 3-часовую экскурсию в Транан. Это маршрут по воде среди скал и пещер. Поехала я туда одна, потому что мой муж не захотел. И это было, наверное, одно из самых красивых моих путешествий. Ну что, ребята, приехала я кататься на лодочке под зонтиком. Такая вот красота у нас по сторонам. Тут наши местные туристы.
Нас привезли к храму. Какой храм? Последней остановкой был Ханой. Это столица Вьетнама. Раньше там жил Сережа. Ну, скажу честно, нам не понравилось. Мне вообще не понравилось. Очень шумно, грязно, хаотично. Мы вообще не гуляли. Может, кому-то нравится, но просто мы, наверное, устали. В завершение я хотела бы вам сказать, что это путешествие стало для меня незабываемым опытом. Каждый город был как отдельный мир. Вьетнам просто превзошел, наверное, все мои ожидания. Если вы еще не были там, я вам очень рекомендую. Спасибо большое, что смотрели мое видео. До встречи. Всем пока-пока. Это все на сегодня, друзья. Спасибо, что смотрели. Если вы досмотрели до этого момента и вы не поставили лайк, что вы здесь делаете? Быстро ставьте лайк. И, конечно же, я бы хотел сказать всем большое спасибо, кто смотрит, особенно моим патронам, а отдельное спасибо моим супер патронам, таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Холли, Андрея, Брюс Ли, а также Майкл. Спасибо вам большое, друзья, за поддержку. Если вы хотите поддержать мой проект на Патреоне, переходите по ссылочке вот здесь. Спасибо вам большое, друзья. До скорого и пока-пока.